Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Мне прилетело 3 сложных челленджа, ну как сложных, один все-таки я считаю самый простой будет челлендж, а 2 других довольно-таки серьезных челленджа. В общем, сегодня я буду пытаться реализовать нежить, я надеюсь, что с первого раза на третьем раунде мне придет пакт мертвецов, и как вы уже поняли, то это нужно мне реализовать 9 чистокровных нежити. Мы там обговорили некоторые условия и все дела, и стартовать через волшебников можно, поэтому я буду сейчас реализовывать нежить, надеюсь, все пойдет как по маслу, если пойдет как не по маслу, то будет печально, грустно, но да ладно. В общем, суть такова. Мне нужно реализовать 9 нежити чистокровных. Начинать я могу как угодно, абсолютно, через волшебников и тому подобное. Но чтоб концовка была конкретно через 9 нежити. Сразу мы поговорим о плюсах минусах нежити, как их контрить и в целом почему это так жестко. И второй челлендж это шаманы, естественно. Ну, это самый легкий челлендж. А третий челлендж это реализовать орка-жреца. Он же Хрюндель, он же Чен из Доты 2. В общем, сегодня у нас нежить, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Подписываемся на мой телеграм-канал. Ну а также, ребят, кто пропускает мои стримы, во вкладке трансляции есть все записи моих стримов. И еще такой вот момент, кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки есть, соответственно, в комментариях и в описании под видео. Вот, стартовать я буду через Лустрик, скорее всего. Кстати, сразу хочу вас предупредить, ребят, я только проснулся недавно, да, я не знаю, видно это по моему опухшему, заплывшему лицу. Но я только недавно проснулся, поэтому я могу немного тупить и все такое. Да, там прошло уже с того момента, как я проснулся, около часа. И я почему именно только проснулся и решил вот сейчас сыграть, это потому что до этого я тоже, ну, вчера я пытался записывать нежить, и, если честно, откровенно, максимально все не шло, то меня контрпикали, то в каждой игре инсектоиды с шаманами, то еще что-то. Опа, а вот это мне нравится. А вот этот старт мне нравится, вот это я понимаю подгон царский. Так, сразу говорю, я буду играть через Лустрик. Тут есть даже три обалденные реликвии под меня. Есть аптечка освещения, которую бы мне очень хотелось бы на 10-м раунде получить. Есть хаотичный договор, который тоже бы я хотел на 10-м раунде получить. Тут также есть отмотка времени. И обалденно будет стакаться, если получится у меня сделать огромнейший лустрик. Раз. Вот, кстати, тут у меня слишком слабый стол, поэтому я решил, что именно так будет. Попробуем все-таки именно через лустрик поиграть. Вот, если упадет хаотичный договор, у меня получится 10 лустриков сделать до, соответственно, выпадения хаотичного договора, то если на 20-м не выпадет отмотка времени, то я сделаю лютейший абуз кучи денег и, соответственно, предметов. Так, абадончик упал, это лайк, это мне нравится, это мы одобряем. Талант я буду брать за одну монетку, плюс одну монетку за поражение, за одну монетку за поражение. Ну, в принципе, и так можно было сказать, ну ладно. Ладно, буду оговариваться, буду всякую дичь нести, ну, в принципе, как обычно. Кстати, я разработчиков в кино водил за нежить, особенно за пакт мертвецов. У меня была игра, где я 15 раундов не смог перевоплотить фиолетового мишку. Это такой бред, боже. И по поводу вот нежити. Сразу хочу сказать, это очень сложно реализовать. 9 нежити чистокровных. Легче через волшебников, конечно, но если получается 9 нежити просто собрать, то это будет довольно-таки сильно, потому что там есть Некар, есть Банши, есть Никс, есть Лич. Можно поставить синергию наблюдателей, можно поставить 5 драконов будет. Ну, короче, очень можно, как будет хорошо разгуляться. Так, отлично. И Абадончик идет шикарно. Если сейчас еще и с Мирана мне выпадет Абадон двухзвездочный, это будет вообще 10 из 10. Вот. При полной 9 нежити можно прям хорошо разгуляться. Я все-таки считаю, что самая сильная сборка это 5 драконов, 9 нежити будет. Потому что там будут и маги у вас, и драконы. Прям имба. Со старта все будет кастоваться, тот же самый Никс будет возвращать, плюс понижение максимального процентажа хп будет у противника. В общем, это имба, я считаю. 5 драконов, 9 нежити. Но также я считаю, что 5 драконов, 6 нежити, это тоже очень сильно. Но в текущем патче мы можем разблокировать, соответственно, свой уровень до 16 и спокойно разгуляться прямо как мы хотим. Поэтому я считаю, что 9 нежити, 5 драконов must have. Но лучше все-таки играть пока что через 6 нежити и 5 драконов. Вот это вот я то, что считаю. Теперь давайте поговорим
Класс, Абадончик выпал. Шикарно. Если у меня получится сделать раннего трехзвездочного Абадона, игра пойдет как по маслу. И мне не нужно будет там ничего перевоплощать. Так, я бы ха продам. Вот. И опять буду перевоплощать. Я, конечно, надеюсь, что мне будет приходить и дальше Абадон. Держим за меня кулачки, ребят. Верю в мою удачу. Все знают, какая у меня удача, но давайте в нее верить. Вот. Блин, я затупил. Не успел пакт перекинуть. Я что-то подумал, что я в ЦМ-ку закинул пакт. Что-то он не перекинулся, то ли мне показалось, что я перекинул. Ладно. Плюсы нежити. Это очень сильная сборка. Там есть очень сильные герои. Один из самых сильных героев это Банши на начальных раундах. Потому что Банши имеет просто 200 урона на любой звездности. Единственное, что меняется, это меняется длительность работы этой способности. И Банши, считаю, что это просто must-have героя, потому что от нанесенного урона с помощью своей ульты она восстанавливает себе 25% от этого нанесенного урона. И это много. Это очень много. Поэтому Банши, я считаю, один из самых сильных героев. Потом идет Спектра, а потом идет Некр. Вот это вот 3 самых сильных героя, которые я считаю в нежити. Все остальные герои, они такие, ну, посредственные. Потому что вот тот же самый Никс, он не работает против длительного урона. Он работает только против разового урона. Отлично. У меня 2 Абадона. Отлично. Еще и друиды идут. Вообще must have. Вот это я понимаю. Вот это мне нравится. Пусть и дальше так будет идти. Так. Никс работает только против очень мощного разового урона. Но Никс также не работает против сайленсов длительных. Примерно там против контролей жестких. Там станы от тайдухи, думы и тому подобное. Никс против этого всего не работает. Он работает только против разового урона. А против длительного урона, ну извините, будешь сосать палец. Вот. Как-то так это работает. Потом. В чем вообще сила нежити? Когда вы собираете 9 нежити, вот при 6 и при 9 нежитях, вы отнимаете у противника минус 45% от их максимального здоровья. Это очень много. Это цифры прям шикарные. Потом, спасибо за Виверну. Если честно, я не хотел Виверну. Я, кстати, сейчас Марси куплю и попробую кого-нибудь из них все-таки переработать. А вдруг мне получится зомбаря вытащить. Зомбарь был раньше сильным героем. Вот если вы подумаете, типа, Саня, а что, зомбарь слабый герой? Да, ребят, сейчас зомбарь это мусорный герой, потому что его очень жестко нерфанули. У него теперь нет такого АОЕ, как раньше было. Нету такого захила, как раньше было. Когда, по-моему, такое же самое осталось, если я правильно помню. Но суть в том, что зомбарь очень слабый герой стал. Раньше был намного сильнее. Сейчас, к сожалению, это очень слабый герой. Траксу убили напрочь, потому что, во-первых, Тракса это тот герой, который кастует сейчас Сайленс. Раньше нас руки наваливало. Я очень хотел в текущем патче реализовать Траксу через кулон магии плюс посох 3-го тира. Я думаю, это был бы просто зверь, а не герой. Но разработчики такие: ха, Санечка, ну ты слишком много хочешь. Вот тебе Болтецкий на 28. Оу, хаотичный договор. И друиды идут вообще шикарно. А, и еще из плюсов. Когда ты играешь на нежити, тебе нужно обязательно собирать друидов. Потому что той звездности друиды, которые у вас есть, соответственно... Так, подожди, стой, что-то я не то сделал, подожди. 3 дракона есть... Олень, это, конечно, круто, но нет, вот так вот сделаю пока что. Хотя, может, Абадона и дальше перевоплощать. Да, я буду пытаться Абадона 3-звездочного собрать, он мне очень хорошо поможет. Опять почему-то не перекинулся пак мертвецов, потому что я вот только что четко навел на героя, и почему-то пак мертвецов не перекинулся. Хаотичный договор мне сейчас упал, это вообще топ. Если получится... Ну, я думаю, отмотка времени на 20-м раунде мне не упадет, но если упадет, это будет гениальная буст. Просто я кучу денег буду получать, кучу предметов получу. Сейчас мне плевать, кто там играет против меня на лустрике и все такое, потому что у меня хаотичный договор, и мне, в принципе, плевать. Мне самое главное достичь это 10 лустрики, чтобы получить предмет 4-го тира. А если упадет мне вдруг отмотка времени на 20-м, то я снова ее активирую, и уже на 30-м раунде, 31-м, получу себе предмет легендарный. То есть вообще топ. 10 из 10 будет. Так вот,
Почему нужно собирать друидов? Когда вы будете перевоплощать друидов трехзвездочных, вот условно у вас Мишка трехзвездочный, вы закидываете туда пакт мертвецов, и, соответственно, есть вероятность, да, вероятность 50%, что он перевоплотится. И он перевоплотится в ту же звездность и в то же качество, соответственно, которое фигура. То есть у меня будет Мишка трехзвездочный, он может перевоплотиться в Лича, в Никса, либо в Банши. Самая жесткая фигура, как я сказал ранее, это Банш. Все остальные это мусорные герои. Ну, такое, ну, Никс может еще нормально так себя почувствовать. Но, почему я разработчиков в кино водил? Потому что это такой бред. Я играл игру, и у меня было 4 перевоплощенных Лича. Вот просто вдумайтесь, 4 перевоплощенных Лича. 4! У меня просто эта челюсть отвисла напрочь. 4 перевоплощенных Лича. Ну как так можно? Ну, я сейчас, кстати, вот Инчу попробую переработать. Может, мне Абадон двухзвездочный упадет. Будет вообще имбулечка, если упадет двухзвездочный Абадон. Я его сразу сделаю в 3 звезды. И я хочу, чтобы все-таки мне упал Зомбарь. Надо, чтобы упал Зомбарь. Надо. Надо, чтобы упал Зомбарь. Я просто тогда на одну фигуру меньше буду ставить на свой стол. Ну, имею в виду то, что у меня будет нежить, она мне нужна будет. И, соответственно, жрецов одного я могу перевоплотить, либо продать. Сейчас спорим, не Виверна выпадет с Инчи. Гарантию даю, упадет Виверна. 100%. Мне не может так повести, чтобы не упал Абадон. Смотрите, смотрите, сейчас что будет. Абадона точка нет. Давай. Котел, огр. Ну, почему я... Ну, Саня, я Ванга. Я Ванга, ребята. Гадаю на кофейной гуще. Кто хочет записаться, пиши мне в телеграм-канал, я все сделаю. Я, кстати, Агра буду покупать. Огр, имба. Кто не раскусил еще Агра, ребят, я рекомендую вам попробовать. Ну, я думаю, вы в этой игре все увидите. Я буду Агра покупать, я его 10-й фигурой, если что, поставлю. Вот. Опа, антимаг. Кстати, всю сборку нежити контрит один герой. Антимаг. С хорошими предметами и с наследием духа огня антимаг разрывает в пух и прах. Вообще в пух и прах. Без шансов. Антимаг это тот герой, самый балансный. Ну, куда же без этого? Кстати, у меня слишком мало хп сейчас. Меня просто что-то наказывают. Опять Виверна мне падает. Это нехорошо. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, в одного жреца я сейчас закидываю пакт. Пусть перевоплощается. Но я думаю, мобов я заберу. У меня довольно-таки сильный стол сейчас есть. Плюс у меня есть паучиха, которая поможет с мясами. Вот, плюсы. Можно очень на жестком темпе играть через нежить. Если все хорошо идет, все хорошо перевоплощается. Я аж немножко подавился. Если все хорошо перевоплощается, условно там банши вам выпадает. Но самое главное, чтобы, наверное, первая фигура упала, это вам банши. Дальше уже по накатанной, как оно пойдет. Вам падает банши, вы ее заряжаете. Я вот хочу, чтобы не упала банши, я буду ее заряжать через Агра, соответственно, через волшебников будет это все. Кстати, если что, 9 нежити не работает на... Именно дебаф 9 нежити не работает на союзные фигуры. Работает только вот минус 45%. И вот, кстати, еще один вот такой вот момент. Мне писали о том, что, Саня, пакт мертвецов не работает на... 2 пакта мертвецов не работают в одном герое. Ребят, я столько раз уже сыграл и могу с гарантией сказать, то, что все-таки работает. Работает, потому что тогда у меня намного чаще перевоплощались фигуры, намного быстрее и намного лучше все перевоплощалось. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что 2 пакта мертвецов в одном герое, они работают. Но они, скорее всего, работают отдельно друг от друга. Тоже вот такая вот фишечка вам. То, что 2 пакта мертвецов работают. Но есть ли смысл целенаправленно искать 2 пакта мертвецов? Я думаю, нет. Вот если они вам упали сейчас как мне, тогда да, можно. Ну, чел Зевса нашел себе уже. Вот, тогда можно. 2 пакта мертвецов все-таки, я считаю, это имба. 3 не надо, только 2. 2 и с гарантией у вас будет намного чаще перевоплощаться фигура. И еще такой вот момент. Яйцо, если что, не перевоплощается с помощью пакта мертвеца. Запомните это. Не делайте ошибку, не сидите с пактом мертвецов в яйце. Не работает. Не работает так. Вот. Все, имейте в виду. Давай, мне одного Абадона надо. Дай мне Абадона, я хочу 3-звездочного Абадона. О, отлично.
Отличненько. Блин, дизраптор тут есть. Вот это вот, конечно, печально. Мне не нравится вообще то, что здесь есть дизраптор. Там дизраптор просто может меня максимально жестко задушить. Кстати, по поводу тогда, когда ролится. Я считаю, что ролиться нужно на 8 уровне. Почему? Потому что на 8 уровне у вас будет, если вы, соответственно, взяли соответственные реликвии, то вы будете ролиться как на 9 уровне. Это, соответственно, 25% шанс на фиолетовую фигуру. На 8 ролимся, делаем себе сильный стол, то есть находим банши, находим там Никсали, чай и тому подобное, ставим 3 волшебников и все. И дальше по накатанно идем в уровень, потому что, ну, типа, кап вы свой достигли. Кап это вот банши 3-звездочная. Если она вам падает, все, дальше вы тупо можете идти в уровень не ролиться. Но если вы считаете, что вам этого недостаточно, то, соответственно, начинаете ролиться и усиляйтесь. Усиляйтесь, не стесняйтесь. Клопа. А мне это нравится. И вот, кстати, меня так бесит то, что разработчики сделали вот этот вот прикол, то, что чтобы тебе друидов собрать, тебе нужно их на стол ставить. Боже, это такой бред. Ну зачем разработчики так сделали, я не понимаю. И давайте вот сразу я перейду к огромнейшим минусам нежити. Как я уже сказал, всю нежить контрит один герой. А ну, кстати, 9 баночек, 37 хп. 32 хп восстановил с 9 баночек. Ну, в принципе, нормально. Не прям аж много я восстановил, но пойдет. Вот. Минусы нежити. Как я уже сказал, герой антимаг контрит всю нежить. Потому что вся нежить с маной. Все. Если в антимаге там будет наследие духа огня, посох 3-го тира, там скорость атаки, маска, он взорвет всю эту нежить без единого шанса. Он просто не оставит подышать никак. Вообще ничего не получится у вас сделать. Вот. Я, кстати, яйцо в Хана закинул, потому что мне нужно в первую очередь найти героя 4-го тира. Он нужен, мне кровь из носа нужен этот герой. Вот как же меня бесит, вот это друидов выставляешь. Почему меня это так бесит? Потому что ты можешь ролиться и в моменте случайно кликнуть, апнуть фигуру именно друида, потому что ты думаешь, такой, ну у меня же друиды есть. Изи, плюс 5 хп. И вот так вот можно столько раз зафейлиться. Я уже столько раз зафейлился, что просто не передать словами. Вот. Кто контрит еще ниже жестко? Шаманы и инсектоиды. Так как я считаю, что шаманы и инсектоиды это метовые герои, поверьте. О, да, о там чел, который тоже решил сыграть на нежити. Понимаю. Вопросов не имею, спасибо. Окей. У меня так это... О, 4 щита. 5... 4 щита. 4 щита только что у меня Бадон заюзал. И вы хотите сказать Огрнимба? Огрымба. О, Мишка. Как по закону подлости, отвечаю. Кто-то тоже начал играть через нежить. Жесть. Ну ладно. Бывает. Что могу сказать? Так вот. Нежить очень легко контрится. Шаманы и инсеки нежить разрывают в пух и прах. Что бы вы ни делали, как бы вы ни делали, это 2 контрпик сборки, которые в нулину сносят. Все. Запомните это. Нежить сильная, но не имбовая. Ни в коем случае. Запомните это. Очень легко контрится нежить. Очень. Еще и очень тяжело собрать. Не, если вы супер скилловый, и вам падают фигуры, которые нужны, и предметы, которые нужны с первого раза, то да. Тогда нежить может вынести как и инсеков. Опа, отмотка времени. Как и инсеков, так и, соответственно, шаманов. Все зависит от того, какая у вас сборочка. И как вам фигуры идут. О, БКБшка. Ну, я хочу БКБшку взять, потому что мне эта БКБшка, она пригодится. Мне она пригодится, потому что я же буду играть пока что через банши. Так, надо некра убирать. Надо некра убирать. Буду легендарки перевоплощать уже. По ходу дела, как будут собираться друиды, я, соответственно, буду друидов ставить уже на стол. Но пока что... Мне, кстати, надо будет найти вместо Рубика другого героя. Вместо Рубика надо будет найти другого героя. Так, вот так. Блин, мне кажется, я БКБшку не туда, куда надо засунул. Мне кажется, БКБшка хрень полнейшая, то, что я сюда засунул.
Ну, посмотрим сейчас. Может, не хрень. Мне кажется, хрень. Бэмс. Саня, ты дурак! Саня! Ёб твою медь! Боже, почему я так тут... О, ребята, я так жестко затупил. Японский бог. У меня реликвия отмотка времени была, и я ее не заюзал, боже. Да. Саня, ты молодец. Это я жесткую ошибку, конечно, сделал. Такой затуп лютый, боже. Ладно. Скажем, что это я просто еще сплю. Вот что бывает, когда ты только проснулся. Короче, это отмазки все, ребят. Все, это отмазки. Я просто лох и затупил. Все, забудьте. Все. Бывает. Бывает. Все мы люди, все мы ошибаемся. Вот затрынделся, тут меньше базарил бы. Больше бы на игру сконцентрировался бы. Сделал все как надо. Вот эти все предметы мне не нужны. Спасибо. Из топовых предметов, которые нужны поднежить. 100% вам надо бессмертие, и 100% вам надо наследие духа огня. Сейчас объясню почему. За каждые 2 секунды 9 нежити у противников снимают максимальное количество здоровья. 5%. Именно максимальное. То есть вот это вот второе значение. Не которое первое значение просто отнимает вам хпшку, а именно максимальное хп вам снижает. Ну вот чел. Просто банши, лич. И наследие духа огня с первого раза. Я тебя услышал. Ну тут у меня снес. Тут банши 3-звездочная. Слишком жесткая. Ой. Спасибо. Спасибо, бог рандома, тебе. За такое счастье. Еще и много кого не добил. Ладно. Ничего страшного. Все в порядке. Все нормально. Не паникуем. Все хорошо. Ничего такого страшного не случилось. Я буду выходить сейчас из экономики. И мне надо сейчас найти еще Леона сверху. Ну ничего, мне в принципе нет смысла апать. Ну, просто плюс деньги будут. Ну где Леон? То их сыпет, что не в себя, то их не сыпет от слова совсем. Серьезно? Ладно, попытаюсь трента сейчас перевоплотить. Может упадет зомбарь. Либо пуч. Пуч, кстати, хорош тоже. Ну, неплохой будет пуч. Но больше всего я хочу зомбаря все-таки. Чем пуджа. Пуч, в принципе, норм будет. Главное, чтобы мне сейчас на 25-м раунде упало наследие духа огня. Кстати, баншу можно закирить еще через кулон магии плюс посох 3-го тира. Сейчас, ребят, сори, я немножко отвлекся. Я, во-первых, сам себя только что охренел из-за того, что я не активировал отмотку времени. Это жесткая ошибка. Поэтому я не мог вам нормально рассказать все минусы, плюсы. Сейчас быстренько выберу предмет, паролюсь чуть-чуть и расскажу все минусы, плюсы уже, знаете, чтобы было все укомплектовано вместе. Чтобы это было не сумбурно, знаете, там чуть-чуть инфы, там чуть-чуть инфы. А именно вот, чтобы все вместе было. Просто возьму, не буду ни на что отвлекаться и расскажу, как есть. Минусы и плюсы. Но самый главный минус это все-таки то, что играете. Вот, если против вас есть шаман, то забейте. Ну и минус это то, что вам может друиды вообще не идти. Это тупо забей. Кстати, взгляд АЗСа это имбовый предмет на некрам. Сейчас объясню. Ух. Хорошо. Хорошо. Отлично. Так, ну, предметы из зомбаря сейчас вытаскиваю. Упал мне дух 5. Я буду пытаться его перевоплотить. А вдруг мне придет сейчас спектра в 2 звезды. Будет очень хорошо. Я, возможно, через спектру буду играть, а не через банши. Раз такая пляска. Все предметы сейчас буду закидывать в Абадона. Так, смотрите, почему имбовый предмет для Тазеса в Некра?
Некор с нулевой секунды своей пассивкой выжигает от максимального количества хп противника, соответственно. И взгляд Азеса работает с нулевой секунды. Это, то есть, огромная область, в которой все получают замедление и минус хп реген. Ну, там чел против меня еще и предмет нашел хороший. Клинок мертвецов. Пока что маленький радиус, конечно, использования этой пассивной способности. Но если в 2 звезды его собрать, то это уже нормальный такой радиус будет. Оу, хорош. Хорошо, что я здесь банши не сделал через кулон магии плюс посох 3-го тира. Хотя на самом деле кулон магии плюс посох 3-го тира через банши это очень жестко. Тут просто видите, Хускара у него в 3 звезды. Еще и Дум не прилетает, мне нужно будет найти мифриловый доспех. У меня просто пока слабый стол. Но меня Дум, видите, как жестко душит. Против Дума мне нужно будет найти мифриловый доспех 100%. Без него будет туго. Так, Спектра в 2 звезды, отлично. Вообще, я считаю, что самый сильный герой это Спектра. Спектра нереально много урона вкидывает. Поэтому, ребят, если у вас идет хорошо Спектра, собирайте Спектру и не стесняйтесь. Я буду, наверное, выходить из экономики. Мне надо найти все-таки друида. Видите, проблема. Я сколько ролю, мне тупо не идут друида. Вот сколько я уже поролил, и тупо не идут. Хоть ты тресни. Такой бред. Такой бред, ну. Ну, как есть зато. Зато как есть. Пока что я пак перцов какого-то героя кидаю, лишь бы было. Ну, там чел через Лича играет пока что. У него и Лич, и Банши. То есть, ну, смотрите, у него прям фулл комплект. Но Спектра, видите, сколько дамажит? Это при том, что у меня нету еще особо предметов на эту Спектру. Еще Некор, кстати, тоже очень сильный герой. Если у чувака наследие Духа Огня, и Некор добивает этой косой, то наследие Духа Огня не работает. То есть он отключает вот этот вот предмет наследия Духа Огня. Ну, Лич герой слабый 1 на 1. Лич хорош против толпы, против массового вот спама. Он тогда своих чайников накидает под синергии наблюдателей, под призмы, прям шикарно. Не знаю, каким образом я его вынес, но... Ой, дико извиняюсь. О, аж зачихал. Я обычно чихаю, когда инсектоид есть, но в этой игре что-то его нет. Спасибо, наконец-то, что друид пришел. Все. Сейчас Мишку перевоплотим, и я надеюсь, что выпадет банши. Извиняюсь, ребятки. Расчихался что-то. Да ну, нос в моменте зачихал. Ой, зачихал, зачесался. Так. Плюсы нежити. Сборка сильная, вопросов нет. Герои сильные. Прям на нежити можно разваливать, дай боже, каждому. То есть все зависит от того, как вам, соответственно, будет приходить. И, соответственно, там и есть разнообразие, как это можно все сделать. То есть тут вы поняли. И самое главное, то, что нежить особо не требовательных предметов. То есть, о, банши 3 звезды. Отлично, отлично. Спасибо, что не говняный лич. А то мне обычно лич какой-то падает всегда. Обычно мне какой-то лич падает всегда. Я Абадона, если что, решил продать. Он мне не нужен. Он слишком мало урона вкинул. Поэтому решил его продать. Баншу уже поставил, но минус в том, что мне нужно будет найти мифриловый доспех. Если не найду мифриловый доспех, то меня будет Дум душить. Поэтому мифриловый доспех нужно обязательно найти. И сейчас я уже буду идти в уровень. Я буду идти в уровень, чтобы выставить 9 нежити чистокровных. Чел, кстати, играет через Берсерк и Кулон Магии. Ну, найдет посох 3-го тира, будет больно. По плюсам мы разобрались. По поводу предметов. Ребят, если играете через банш, тут можно разнообразие сделать. Но самое главное, это вам найти наследие Духа Огня. Потому что пока ваша нежить будет находиться в перерождении, пройдет 6 секунд, а это минус 15% максимального количества здоровья у ваших врагов, у ваших противников. Имейте это в виду. Это очень сильно. Тут, я думаю, короче, все понятно. Тут объяснять дальше нет смысла. Так, еще одна Спектра, хорошо. Хорошо. Ну, перевоплощать пока кого-либо не буду, просто буду ждать. И все. Что еще делать? И даже если, знаете, тоже вот такой вот момент. У вас будут там банши, личи, никсы и тому подобное. Вы просто в каждого героя можете закинуть наследие Духа Огня, это будет жестко. Есть еще момент, когда играют через никса.
Чтобы играть через Никса, вам нужно наследие Духа Огня и куча предметов на возврат урона. То есть там всякие там кулон магии можно засунуть с посохом 3-го тира, потому что вы вернете урон магический. То есть вам нанесли физический, а вы вернете в эквиваленте магического. Это будет жестко. Щит 5-го тира, жестко. Радик, хорош будет. Раз в 3 секунды 100 чистого, когда у противников там по 300-400 хп, это очень жестко будет. Плюс уклонение еще добавляет. Потом, талисман 2-го тира тоже будет жесткий. Мифриловый доспех тоже жестко. То есть, ну вы поняли, все на возврат урона. На плотность и возврат урона. И выживаемость. Вообще имба. Я, кстати, косу возьму. Я думаю, я сейчас буду нормально так побеждать, поэтому можно, в принципе, взять косу. О, наконец-то пришел. Все, друиды начинают сыпаться. Наконец-то. Спустя 1000 лет начали друиды сыпаться. Но я, кстати, не мишку, я бревно продал, но мне не надо. Вот. Да и, в принципе, все. Но я считаю, что все-таки либо играете через банш. Вот давайте так, я назову 2 керри, 3 керри. И как через них играть. А вы дальше уже будете сами от ситуации отталкиваться и, соответственно, собирать. Если играете через банши, есть 2 варианта, как играть. Кулон магии плюс посох 3-го тира, естественно. И, в принципе, начинаем наваливать. Наследие Духа Огня, Мифриловый доспех, Бессмертие, Рефрешер, все, что вам надо будет под такую баншу. Дальше все ситуативно. Где БКБшка надо, где шар бездны. То есть вы уже сами отталкиваетесь от того, что вам надо. Тут понятно. Если играем через физический урон, но я не рекомендую через физический урон играть, но мало ли, то, соответственно, нам нужна Кираса 5-го тира. И, кстати, сейчас, если выиграю, я активирую косу все-таки. Я вроде выиграю. Да, хорошо. Отлично. Отлично. Вот. Если играем через физический урон, по-любому, Кираса 5-го тира вам кровь из носа необходима. Мифриловый доспех плюс наследие Духа Огня, Бессмертие, БКБшка, Рефрешер, вот все, что вам надо под банши. Есть 3-й стиль, это игра через чистый урон. И я, скорее всего, буду играть здесь через чистый урон. Это, соответственно, перчатка 5-го тира, Бессмертие, наследие Духа Огня, БКБшка и кайфуем. Тут я, кстати, сейчас рольну, потому что мне нужно найти мифриловый доспех. Не найду мифриловый доспех, моя банша будет находиться в вечном думе. Можно, конечно, попробовать потерпеть. Зачилиться, так сказать. Но я думаю, такое будет решение. Не очень хорошее. И второй керри. Это спектра. Там, соответственно, мы находим керри предметы. Можно играть через спектру, соответственно, через кулон магии плюс посох 3-го тира. Находим БФ, находим БКБ, Бессмертие, наследие Духа Огня. И играем через него. То, что я говорил. Я тупо буду стоять сейчас в думе вечном. Не реализуется банш у меня сейчас. И вот спектра, как я считаю, это очень сильный герой. Сильнейший герой. Минус 21, боже мой. Серьезно? Мать насекомая мне выпала? Ну да, конечно. Ладно. Я не удивлен почему-то, что именно оно выпало. Ой. Ладно. Ладно. Что сделано, то сделано. На спектру мы делаем обычные керри предметы. Либо играем через посох 3-го тира с помощью кулона магии. И, соответственно, находим там наследие Духа Огня. Обязательно, ребята. Наследие Духа Огня надо. Это ваша жизнь. Это 6 секунд времени. Это минус 15% от максимального здоровья у противника. И в чем именно сила спектры? Спектра, когда юзает свои иллюзии, да, они там недолго длятся, но когда она юзает свои иллюзии, эти иллюзии наследуют все предметы вашего основного героя. Соответственно, эффекты БФа, эффекты Мьёльнира, МКБ и тому подобное, все это работает. Ну, тут хотя бы не на все хп мне сейчас снесли. Спасибо и на этом. Наконец-то мифриловый упал. Ой, я еще его вынес. Я еще его вынес. Я думал, он мне сейчас снесет табло, я еще его и вынес. Ой, хорошо. Так. Выставляем друидов. Меня это бесит. Я не перестану говорить о том, что меня это нереально бесит. То, что разработчики сделали такую дичь. То, что тебе нужно на стол выставить друидов. Так.
Какие вот еще предметы под спектру можно? Если играем через кулон магии плюс посох третьего тира, соответственно, БФ, МКБ, наследие духа огня, БКБшка, бессмертие, маска, молнии. То есть надо смотреть от ситуации, что вам надо. Через фюзового кири, соответственно, кираса, МКБ, молнии, маска, бессмертие, наследие духа огня. Это все нам надо. Если через чистый урон, ну, тут проще. Тут перчатка 5 тира, на скорость атаки можно молнии, бессмертие, наследие духа огня, МКБ, БФ. Все. И когда наследие духа огня, кстати, срабатывает, перерождение, то ваши герои скидывают с себя все дебафы. Как свои, и как бафы, так и дебафы. Как свои, так и вражеские. Запомните это. Ну и самый главный минус, о котором я хочу вам сказать, это то, что нежить очень легко контрится. Вот к чему я все веду. Типа плюсы это прикольно, то есть это необычно, но как бы и минус, без минусов не обойдемся. Ник, кстати, выпал хорошо. Минусы. Во-первых, на нежити очень тяжело играть. Во-первых, у вас может тупо не перевоплощаться фигура от слова совсем. Они, ну, не будут вас перевоплощаться и все. Хоть ты тресни, хоть ты там танец бубным делай, хоть что-то угодно. Я же говорю, у меня 15 раундов Мишка не перевоплощался. Это ж вообще трешняк какой-то. 15 раундов. Ну, вы, думаю, тут поняли. Легко контрится. Пока ты там будешь пытаться свою нежить найти, какой-то инсектоид уже будет гипер огромный. Либо же будет тот же самый шаман, который вообще сборка под пиво, на который ты не паришься. Вообще не паришься. Вон, видите, у меня у дракончика 2800 хпшечки. Это все хрень, но мне не надо. БФ. Ну вот пойдет БФ. И видите, я закидываю сразу БФ в спектру, потому что больше особо на ней никому не подойдет. Кстати, классно у меня только что перевоплотился волк. Вот тоже, видите, 2 пакта мертвецов, и тоже это не дает гарантию о том, что у вас каждый раунд будет кто-то перевоплощаться. Но с 2 пактами намного чаще перевоплощаться. Не, ну если вы скилловый, то по сути, даже с 1 пактом у вас будет все перевоплощаться. Ну, все зависит от удачи. То есть, плюсы и минусы, я думаю, мы разобрали сейчас. Нечего больше добавить, по сути. Плюсы это прикольно, это необычно, это что-то интересное. Минусы очень легко контриться, пока вы там будете потеть, стараться, страдать, вас уже снесут 10 раз. Вот как видите у меня сейчас, у меня более-менее сейчас подфартило по предметам, по пакту, то есть я пакт не искал. Соответственно, мне подфартило в этом. Ну тут берсерк какой огромный, ого. О, дядя, успокойся, пожалуйста. Видите, как спектра месяц просто. Тут меня снесли, по-моему. А, не снесли, ничего себе. Никс, кстати, зарешал. Кстати, зарешал Никс. Стан сработал и типы АФК встали. Хорошо. Хорошечно. Не, вот, конечно, я себя до сих пор корю за то, что я не активировал хаотичный договор. Как меня чил на первом месте там снес? Я сейчас что-то не понял. Минус 14 ты мне дал? Ты шо, дядя? Как ты мне минус 14 прописал? Ни хрена у тебя там стол. Мне надо искать предметы на чистый урон. Кстати. Мне надо перчатка чистого урона. Кулон магии плюс посох 3 тира мне не поможет, поэтому мне нужно по-любому искать сейчас перчатку 5 тира. А вот мог я не искать перчатку 5 тира, если бы я не затупил с хаотичным договором и активировал боевую? Была бы вероятность, что мне предмет легендарный выпадет. Кстати, на нежити тут чел хорош. Радик есть, щит 5 тира есть, наследие духа огня есть. Но у меня есть спектра. Как видите, спектра нормально так урона вкидывает. Я бы даже сказал, добротный урона вкидывает. Нормально урона вкидывает. По одиночной цели спектра наносит x2 урон. Это прям вообще топчик. Бэм! Нормально. Нормально. Ах ты ж паскуда на нежити! Ай-яй-яй! Что вы понимали, он забрал там винстрик у типа. А у меня была коса. Ай-яй-яй, я хотел забрать этот винстрик. Ну, кстати, когда я поставлю 9 нежити, у меня будет еще немножко синергия чернокнижников. На секундочку, так-то. Я, кстати, буду его перевоплощать. Может, мне винга выпадет. Я бы, на самом деле, не отказался от винги. По сути, у меня 9...
9 нежити есть или не будет? А ну-ка, раз, два, три, четыре. Я, кстати, из экономики вышел, поставил вот так вот сейчас. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 нежити у меня. Пока печально. Пока печально. Бэмс, минус 14. Не, спектра очень много урона вкидывает, как видите. Так, винга есть. Ну, мне не хватит, да. Да, придется агра убирать, но угор очень мощный. Не знаю. Надо на следующем раунде с мобами перевоплотить героя. Надеюсь, выпадет не олень. Кстати, вот Тобиас. Смогу ли я его снести? Если смогу его снести, то будет очень обидно. Потому что у него был винстрик. Ну, кстати, он играет через воинов, и банши наносит физический урон со способности. Да ты глянь, смотри, ты что творит. Вот мне сейчас урона тупо не хватает. А почему у него хп не уменьшается? Почему у него 1790 хп, как и было, так и осталось? Сейчас что-то не понял вообще. Я не понял сейчас. А как это работает? Что за бред? Почему у него хпшка только что не уменьшалась? У меня было 9 нежити, по какой причине у нее только что хпшка не уменьшалась? Что это за баг? Бредятина какая-то. Так, ладно, мне нужен некр сейчас, 2 звезды. Ну и мне в целом надо будет найти еще одного. Ну, еще нежить надо найти. Световая сфера упала. Надо уровень еще взять. Я хочу синергию наблюдателей поставить. Так, мастерская бума выпала. Отлично. Хорошо, что я не поспешил. До сих пор корю себе за то, что я не активировал хаотичный договор. Кираса. Надо взять Кирасу. У меня пока физический урон. Надо взять Кирасу. Она мне очень поможет. Так, еще одна спектра выпала. Сейчас буду перевоплощать тебя. И я, наверное, пойду все-таки в уровень. Еще надо будет сейчас еще такую расстановку сделать, чтобы у меня Огр максимально эффективно работал. Еще 11 возьмем. Так, ну это нежить против него. Ну, смотрите, смотрите, сколько урона спектра наносит. А это я ее еще не кирил целенаправленно. Я кирил банши. А вы прикиньте, что будет, если спектру закирить? Да ты что, там стол будет разрываться за секунды. А, ну и, кстати, минус спектры в том, что если вражеские герои находятся рядом с краем, духи пропадают. Такой бред. Вот это вот огромнейший... Ух, кстати, Джекира. Ну почему именно ты выпал? Ну почему опять эти... Ребята, я скоро взорвусь, отвечаю. Это такой бред. Фу, меня это тупо бесит. Ладно, выйду из экономики. Пока так сделаю. Сейчас на следующем раунде, если что,
все поменяю. Меня бесит то, что выпадают дубликаты жесткие. И это так руинить может. До сих пор не забуду, как мне выпало 4 лича. Такой бред. Трехзвездочный инвокер? Ну, кстати, смотрите, как хп тает на глазах у инвокера. Но у меня здесь, по-моему, вынес. Да не по-моему, а вынес. Надо искать перчатку 5-го тира и бессмертия. Я что-то не понимаю. Как-то так тупо работает 9 нежити против такого Хускара. Что за бред? Почему у Хускара не уменьшается хп? Я сейчас не понимаю. Бредятина какая-то. Так, сейчас героя 2-го тира попробую вытащить. Я надеюсь, что это будет не Винга, а Муэрта. Надеюсь, что сейчас это будет Муэрта. Так, 2 раза закастила у меня только что Банши. Надо было из экономики не выходить, все-таки а сидеть до Талова. Мог бы и 13-й здесь взять даже. И 12-й, и 13-й. Можно было бы еще и 5 драконов поставить сверху. Я поспешил, я понервничал. У меня хп как-то маловато, плюс они меня жестко как-то сносят. Так, отлично. Один чел на нежити вылетел. Минус. У меня 10 хп. Муэрт, отлично. Так, спектру убираем. Это мы ставим. Некр просто может зарешать, понимаете? Так, сейчас предметы надо перевоплотить. Переработать точнее. Пожалуйста, дай бессмертие, либо перчатку. Перчатка отлично, имба. Так, все. Сейчас с перчаткой на чистый урон. Ох, как игра пойдет. Так, стопе. Нужны ли мне волшебники? Ну, для синергии 4 наблюдателей 100% понадобится. Потому что я хочу некра все-таки еще сделать. Сейчас на следующем раунде все порешаем. И сейчас упадет мне на 45-м раунде рефрешер. Это будет вдвойне имба. Он просто 1000 хп себе со скилла восстановил. Опа, опа, а что такое? А чистый урон как-то больно, да, уже? Попа болит. Попа боль. Бывает, бывает. Я ни в коем случае не злорадствую, не-не. Но мне надо бессмертие найти против него. Чтобы гарантированно выносить его, мне надо бессмертие найти будет. По-любому. Жакира, хорошо. Так, смотрим. Так. Абаддон. Все, Абаддон, отлично. Так, волшебников продаем. Перевоплощаем сейчас жреца. Надо по-любому найти себе бессмертие. Оно надо будет. Я Зета вообще не хочу сейчас ролить. В некра засуну его попозже. Это будет лютая имба. Игра, конечно, вообще такая напряженная. 45 раундов уже. Блин, но если бы я остался в хорошей экономике, то в действительности я мог бы здесь и 12, и 13 взять. О, призма под некра. Вообще шикарно. Рефрешер сюда. Спектра идет. Так, рефрешер закидываем, призму закидываем. Квапу ставим, квапу перевоплощаем. Я, наверное, возьму еще один мифриловый доспех все-таки. Сейчас объясню свою логику. Там Doom 3-звездочный. И он мне очень пригодится. Этот мифриловый доспех. Минус. Там чел щит 5-го тира нашел еще. Вот это вот печально, потому что Банши будет возвращать себе урон. Ладно, пока что я предметы закину в жреца.
Надо Агра еще в 3 звезды собирать. Огр в 3 звезды нужен. Да я не вижу смысла, короче, брать сейчас 14 себе. Не получится. Тут игра сейчас на усиление как можно быстрее. Там чел с инвокером в 3 звезды чилит просто. Так, а, кстати, в мифриловый, точнее мифриловый, а Дум полетел в Никса. Ого. 5100 хп у Банши. Что-то поддушивают. Ой, как щит 5-го тира у него срабатывает. Вы просто посмотрите на это. Не, надо бессмертие искать будет. Лучше бы я все-таки бессмертие искал, а не мифриловый еще один. Но я вообще хотел еще наследие духа огня найти. Печально. Надо сейчас расстановку поменять. Семь хп. Боже, игра прям на тоненького. Нужен некор. Некор поможет. Некор очень много урона будет носить. И выжигать, и вносить урона будет просто тонну. Ля, там банши раскастовалась. Вот почему я говорю, что Огр это имба. Вот, вот. Просто у меня банши только что раз 6 или 7 кастанула свою способность. До свидания. 25 хп у типочка. Хе-хе. Так, некор 2 звезды. Отлично. Отлично. Да. Я не буду идти в уровень, нет смысла. Нету смысла. Надо, кстати, будет еще поставить наблюдателей. Надо будет найти одного наблюдателя и поставить одного наблюдателя. Кстати, еще, кстати, имбулька это то, что Некер сейчас может тоже несколько короче, несколько ультов может своих закинуть. Это ж вообще имба. И надо будет серьезно найти сейчас синергию наблюдателя и поставить ее будет. Чтобы у меня коса летела как минимум по 3 типам. Сейчас она летит по 2. О, просто минус 4 типа сразу с помощью косы. Имба. И снова Банши раскастилась. Вы просто посмотрите, что она творит. Боже, представьте, Банши под 6 богов. Надо бессмертие находить. Без бессмертия, конечно, так. Ну, на тоненького играю. Гребаный Хускар. У него так щит 5-го тира жестко возвращает, что прям челюсть отвисает. Так, кстати, мне одна спектра нужна. Может, спектру в 3 звезды соберу. Сейчас, как назло, мне будет падать некорь, проверяйте. Как назло. По закону подати, так должно быть. Я когда-нибудь, кстати, и Агра в 3 звезды соберу. Когда-нибудь. Я очень хочу собрать Агра в 3 звезды под 6 богами. Это будет же вообще развал. Там такой лютейший спам должен быть. И область его будет огромедная. Опять банша пошло просто. 6 раз. 6 раз только что закастила свою ульту. Просто посмотрите, что происходит. Знаете, что меня больше всего бесит? Это то, что разработчики до сих пор не понерфили эту хрень полнейшую, когда способности летят в бессмертие. Вот у меня только что Некр кастанул способность в бессмертие. Бред. Тупейший бред. Отлично, есть синергия наблюдателей. Все под заказ. Спектра в 3 звезды, Банш в 3 звезды. Еще бы Некра, конечно, 3 звезды, но это уже сказки будут. Не получится у меня. А синергию наблюдателей 4 штуки я тоже не поставлю, кстати. Надо уровень. Либо Агра лишаться. Ну, просто так уже активировалось, если что, хаотичный договор. Сейчас посмотрим, что у меня упадет. Пумс.
Ну, Дезоль, конечно, такой, но, в принципе, у меня есть Кираса, пойдет. Ну, и не с Дума Мора. Ну, я уже чисто на отвали беру реликвию, потому что это будет ластовый раунд. Сейчас хпшка поснимает еще кучу. Так, вот это убираем. Ну и дезолятор, я думаю, скипнуть. Надо бессмертие найти. Боже, это просто под заказ прилетело. Кирасу закинул в спектру, потому что, ну, я гребал. Я гребал, я не хочу, чтобы прилетел Дум в меня. Дай игра, пожалуйста, в 3 звезды. Пуджик. Ну, Пуджика берем. Сейчас, если что, Пудж будет лететь, будет кидать свою способность по 2 целям. Дай игра. По-братски. Ну, игра дай. Прикиньте, Огр не идет, как назло. Когда не надо, он же будет у меня не просто идти, а лететь. Сломя голову. 6 хп у него, у меня 2. Чисто гладиаторский бой. Он, кстати, дизраптора поставил. Вот это неприятно будет. Но у меня БКБшка есть, поэтому не пофиг. Так, у меня банша закастила 2 раза. Свою способность. Неприятно, конечно. Бэмс. Не, коса это имба. По-моему, это конечная, не? По-моему, это конечная. Конечная? Не конечная. Не конечная, потому что некор сам себя вынес. Ладно. Не идет Огр. Не идет Огр что-то. Почему-то. Не хочет идти Огр. Поэтому ты меня бесишь из-за того, что не хочешь идти. Кстати, надо в толпу в одну сторону, а другую толпу в другую сторону. Я не хочу, чтобы дизраптор мне сайленс накидывал. Вот так. Красиво. Я думаю, норм. Сейчас сайленс будет лететь на правую сторону его дизраптора. Бэмс, по 3 коса. Так, 3 раза ультуху банша нажала. Хорошо. Не, Огр это имба, конечно. Хорошо, у меня есть и наследие, и бессмертие, поэтому мне на твоего Хускара вообще плевать максимально. Ой, какая жесткая игра. Во-первых, она очень долгая. Очень жесткая. Так, ребят. Максимальный фидбэк на эту игру я жду в комментариях. Максимальный. Потому что игра, ну, очень жесткая получилась. Но челлендж я выполнил. 9 чистокровных нежити. Причем против таких столов. Боже. Но типу на нежити здесь хорошо шло. Очень хорошо шло. Банш раннюю нашел. 2 наследия у него есть. Сильно. Очень сильно. Не знаю, почему чел тут берсерка не керил, но он нашел себе инвокера, нашел берсерка, Хускара, Дуба. Ну, у меня прям такое, ну... Стол, знаете, чтобы просто вперед ногами выносить. Вот и все. Вот такой вот у него стол. Жесткая игра получилась, жесткая. Что добавить еще по поводу этой игры? Я в целом все про нежить рассказал, плюсы и минусы рассказал. Сумбурно, конечно, немного получилось, за это я себя корю, но это чисто, знаете, из-за того, что я только проснулся. Ну, час назад, ладно, уже 2 часа назад, можно сказать, потому что каточка очень долгая была, но все же. Давайте сумбурные мысли скажем на то, что я только проснулся. Но я все-таки считаю, что нежить очень сильна, если ты играешь через 5 драконов, 6 нежить, и там энергию наблюдателя докидываешь, и играешь именно через спектру. Это как-то более надежно, что ли, выглядит, потому что спектра это тот керри, который очень много уронов кинет. Да, потом ты можешь 9 нежити докинуть в дальнейшем, но через спектру, мне кажется, самое то играть. В целом, вот такая вот нежить получилась. Ну, тяжело играть на нежити. Как по мне, разработчикам нужно вот этот вот свиток отнести в первый тир все-таки. И сделать, чтобы 100% первого тира фигуры перевоплощались, а не 80%, как это есть сейчас. Это тупо. Ну, в принципе, все. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.